действительно интересный выпуск. Я получил 2 аромата с Божьей помощью от Ramos, Fragrance Mania. На его канал я обязательно оставлю ссылочку в описании. В общем, там было 2 аромата. Один из них это Braveheart Зимая. И о нем мы сегодня поговорим. И, наверное, даже разделим этот ролик на 2 части. Это мы поговорим про сходство этого аромата с Memo «Африканская кожа». И поговорим про этот аромат как про единицу отдельную. Что касается сходства. Я не помню, как эта африканская кожа звучит. У меня есть от Ливан там пару миллилитров ирландской кожи, которую я очень люблю. И поэтому мне пришлось пойти в магазин. Я должен пойти освежить память, я не помню, что это за аромат. Я пошел в магазин, с Божьей помощью я нашел магазин, в котором есть этот аромат, с удовольствием его потестил. Симпатичная, приятная была, кстати, женщина, которая там работала. На удивление. Обычно в этих парфюмерных магазинах там какие-то... в общем, не будем о плохом. И... В общем, давайте поговорим о том, насколько схож этот аромат с ароматом Memo «Африканская кожа». Флакон, понятное дело, это просто... Это вариация на тему. Это пародия, максимальная пародия. Схожесть. Этот аромат напоминает африканскую кожу Memo только в своем развитии. То есть он напоминает этот аромат буквально несколько минут после старта. Развитие этого аромата это и есть база, немножко потемнее, немножко потяжелее, и есть база Memo «Африканской кожи». Больше у них сходств действительно нету. Если старт параллельно тестить, это разные ароматы. Развитие разное, база разная, реально. Просто развитие этого аромата действительно очень сильно напоминает базу африканской кожи. Поэтому если мы говорим про сходство в этих 2 ароматов, из 10, наверное, там 4, 3, 4, давайте 5, чтобы так выглядело прилично. 5. Это мы говорим сейчас про сходство. Memo в базе звучит как влажноватая, свежеватая, можно так сказать, неважно, можно так сказать, замша, немножко в ориентальную сторону. Вот так бы я описал. Это сложно написал. Немножко влажная, немножко свежая, немножко ориентальная замша. Вот это база африканской кожи. Это база здесь. Я не знаю, какие там ноты. Мне почему-то слышится здесь в базе шафран. То есть это вообще в базе это абсолютно другие ароматы. Они не схожи. И этот аромат в базе, он абсолютно ориентальный. Вот абсолютно ориентальный. Тот, хоть он и ориентальный, но он выдерживает вот это вот все равно европейское какое-то звучание. Это в базе. Ну вот он арабский и все. Легкая свежесть. Почему-то мне слышится шафран или какой-то кардамом. Не знаю, вот что-то такое. Все это в ориентальной упаковке. Хотя старт у него свежий. Ну как свежий? Мне почему-то даже мята в старте слышится. Не знаю, вот мне даже мята какая-то слышится. Или какая-то вот зеленая свежесть. Мне больше звучит зеленая свежесть, чем цитрусовая. Это про этот аромат. Стойкость у него часов, как самостоятельный аромат, если говорить. Стойкость у него 6 часов. Не знаю, какой у него шлейф, тяжело сказать. Мне кажется, что он на ветру при распылении более стойкий, чем более шлейфовый, чем на коже. Но дело в том, что сейчас не время его тестить. Это еще одна история. Для меня, кажется мне по звучанию, что это абсолютно осенний аромат. Вот он осенний. У него база, она темноватая. Хочется нанести этот аромат, когда тучи. Не знаю, вот такая у меня ассоциация. Вот когда тучи есть, потому что он слегка свежеват, но в базе он все равно темный. Вот тучи, осень хочется. Я не знаю, сколько он стоит, и я не буду, понятное дело, смотреть, но в нем нету дешевого звучания. В нем нет супердорогого звучания, но в нем нет дешевого ничего. В принципе, он звучит действительно по-нишевому.
не так похоже с африканской кожей, но по нишу. И старт и развитие мне очень реально нравится. Оно и оригинальное, и интересное. Но мне надо подождать. Я его нанес вчера. Вчера было плюс 18 градусов и солнце. И максимально неправильный я парфюм вчера выбрал для этой погоды. Я думаю, осень. И тогда будет более понятно, что это за аромат. Но мне кажется, что осенью он раскроется именно в свою полную мощь. И еще у меня есть одно ощущение. Он абсолютно унисексовый. Абсолютно. И у меня есть подозрение, что он женщинам нравится больше, чем мужчинам. Не знаю почему. Что же касается меня, я думаю, мне он понравится осенью. Сейчас я его точно не буду носить. Осенью, я думаю, он будет неплох. И он не какой-то парадный. Его можно как на каждый день. Как аромат на каждый день. Но надо такая темная, тяжелая погода должна быть. Да. В общем, вот такой вот. Это был первый аромат. Второй аромат я сделаю обзор чуть позже. Там есть о чем поговорить. Я уже начал его разнашивать, так по-серьезному разнашивать. В общем, посмотрим, что будет. Подписывайтесь на Rama, Fragrance Mania. Не забывайте присылать мне свои видео, там, что вы хотите. Я оставлю ссылку на мой email тоже в описании. Всем хороших выходных и пока!